Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим пирог с брокколи. Он очень вкусный, полезный и отлично подходит для обеда или ужина всей семьей. Готовится настолько просто, что с его приготовлением справится каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим капусту. Всего для пирога понадобится 1 кг брокколи или цветной капусты в любом соотношении. У меня 800 грамм брокколи и 200 грамм цветной капусты. Я использую замороженную капусту, которую предварительно разморозила при комнатной температуре. Если соцветия капусты большие, то их желательно разрезать на более мелкие кусочки. Одну луковицу нарезаем четверть кольцами. Одну морковь трем на мелкой терке. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще 2 минуты. Готовую пассировку снимаем с огня. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Размер моей формы 26 на 39 см. В форму кладем подготовленные соцветия капусты. Сюда же добавляем овощную пассировку. Все солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Овощи равномерно распределяем по всей форме. Готовим заливку для пирога. В миску разбиваем 3 яйца. Насыпаем 1 чайную ложку без горки соли. Все немного взбиваем. Сюда же к яйцам наливаем 400 мл молока и 4 столовых ложки растительного масла. Все перемешиваем. В эту смесь насыпаем 150 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Опять все перемешиваем до однородности. Приготовленную смесь равномерно выливаем на овощи. 100 грамм сыра трем на крупной терке. Я использую сыр чеддер. Тертым сыром посыпаем пирог сверху. Также у меня на канале есть и другие рецепты пирогов. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 35-40 минут. Готовый испеченный пирог разрезаем на порционные куски и подаем на стол. Пирог с брокколи получился очень вкусным, сочным и сытным. Готовится просто и получается всегда. Замороженную капусту брокколи можно заменить свежей, но тогда ее нужно немного отварить. Также такой пирог можно приготовить только с цветной капустой. Если вам понравился рецепт такого пирога, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.